Сегодня расскажу последние новости из мира шоу-бизнеса. Валентина Титова рассказала о жизни с мужем и его изменах. Паулина Андреева ушла от Федора Бондарчука. Дача Аллы Пугачевой в Солнечногорске оказалась невостребованной из-за безвкусного ремонта и протекающей крыши. Убийство продюсера комбинации вновь в центре расследования. Валентина Титова рассказала о жизни с мужем и его изменах. Басов имел склонность к изменам и алкоголю, что знали его предыдущие супруги Наталья Фатеева и Роза Макогонова. Однако именно злоупотребление спиртными напитками стало последней чертой для Валентины. «Алкоголизм – это то, что невозможно выдержать», – сказала она. «Когда человек охотится только за тобой, не трогает детей, только тебя, это страшно. В руке у него нож. Хорошо, что я умею сохранять хладнокровие». Несмотря на многократные измены, Валентина не хотела расставаться с мужем, потому что, по ее мнению, семейная жизнь устроена иначе. Она не понимает, почему люди думают, что она должна была вышвырнуть мужа за измену. «Зачем выбрасывать свое добро?» – спрашивает она. «Если стул поцарапан, я не выбрасываю его. Я отношусь ко всему по-другому». Валентина считала, что идеальная жена – это та, которая создает уют и комфорт в доме. Мужчине нужна не та, которая будет его упрекать и устраивать скандалы. «Я воспитана в других традициях. Я никогда не ревновала. И сейчас, когда ко мне подходят женщины, я говорю им: поздравляю вас, а на кладбище почему не приходите? Увидимся и там». Жизнь длинная, удерживать кого-то против его воли, особенно мужчину, это не по мне, поделилась Титова в интервью Дмитрию Борисову. Александр Серов удивлен поступком поклонницы на концерте в Кремле. Выступление Александра Серова в Кремле было впечатляющим, несмотря на некоторые заминки. Певец порадовал поклонников трехчасовой программой. Помимо исполнения своих знаменитых хитов, он активно взаимодействовал с аудиторией. Однако Серов не смог скрыть своего недовольства ярким светом, который мешал ему разглядеть зрителей. Неприятным сюрпризом для Серова стал поступок поклонницы, поцеловавшей его в руку. «Разве можно мужчине целовать руки?» – недоумевал он. Тем не менее, эти мелочи не смогли омрачить выступление любимого артиста. Зрители наслаждались исполнением своих любимых хитов, а Серов поразил публику своей великолепной физической формой. В качестве гостя на концерт пригласил свою дочь Мишель. Певец гордится ею, хотя и не хвалит ее публично. Серов признался, что помогает ей в продвижении певческой карьеры. Паулина Андреева ушла от Федора Бондарчука. Недавние слухи в сети свидетельствуют о возможном распаде брака Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Изначально причиной раздора называли измену режиссера, однако эта версия оказалась неподтвержденной. Теперь появились новые предположения об истинных мотивах разрыва. Согласно источникам, близким к паре, проблемы в отношениях возникли из-за фундаментальных различий в характерах и жизненных приоритетах. Паулина Андреева – замкнутый интроверт, предпочитающий спокойный образ жизни, в то время как Федор склонен к шумным вечеринкам и богемным развлечениям. Избыток социальных событий в жизни Федора пошатнул его здоровье, что беспокоило Паулину. Однако режиссер отказался менять образ жизни, привычный ему с молодости. Паулина, будучи ориентированной на семью, тяготилась бесконечными празднествами. В апреле она покинула супруга, забрав с собой их сына Ивана. Бондарчук сейчас проживает в Москве, но регулярно посещает семью в Санкт-Петербурге. Источники утверждают, что он настроен вернуть супругу и делает все возможное для этого. Разногласия усугубляются желанием Паулины Андреевой сменить актерскую профессию. Она планирует посвятить себя режиссуре, однако для реализации таких амбиций требуются значительные финансовые вложения. Ранее ее проект «Актрисы» оказался нерентабельным, а Федор Бондарчук не готов рисковать крупными средствами. Этот конфликт интересов, возможно, также стал причиной их ссоры. На данный момент супруги воздерживаются от комментариев о своем разрыве и редко касаются личных тем в своих публичных выступлениях.
Потенциальный покупатель дачи Аллы Пугачевой в Солнечногорске отказался от сделки из-за безвкусного ремонта и протекающей крыши. Мужчина уже планировал внести задаток, но после просмотра с экспертами по недвижимости передумал. Вдобавок его близким не понравился ремонт. Больше недели его убеждали, что в мебель, дизайн и канделябры вложили состояние. Просто стиль устарел. Но не помогло. В итоге от затеи отказались, а к даче уже присматриваются 3 потенциальных покупателя. Чек им выставили старый – 152 миллиона рублей вместо 125. Но готовы уступить в цене из-за ремонта и крыши после задатка от нового владельца. Найти его пока не получается. Не помог даже ценник в 100 миллионов рублей за срочность. Сейчас в доме живет смотрительница. За 70 тысяч в месяц она убирается, следит за порядком на всей территории, гоняет пауков. И за эти же деньги готова помогать следующим хозяевам. В конце сентября забрать дачу хотели за 125 миллионов, а примадонна была готова лично приехать в Россию, чтобы подписать документы. У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови. Также ему парализовала правую часть тела. Василию Борисовичу грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства, если ситуацию не изменить. У актера также нашли признаки сердечной и дыхательной недостаточности, и все это, несмотря на интенсивную терапию. Положительной динамики в состоянии маэстро не наблюдается. Он до сих пор находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. 89-летний артист находится в нейрореанимации с 29 сентября с инсультом. Перед госпитализацией жаловался на слабость в теле и ногах, одышку, нарушение речи и периодические боли. Убийство продюсера «Комбинации» вновь в центре внимания. Популярность сериала «Комбинация» не только вернула на большие экраны исполнительниц хитов, но и привлекла внимание к фигуре продюсера Александра Шишинина. Его трагическая смерть в собственном подъезде стала предметом новых расследований. Бывшая солистка «Комбинации» Светлана Кашина рассказала о своих воспоминаниях о продюсере. По ее словам, расследование убийства Шишинина было возобновлено благодаря приказу Александра Бастрыкина. «Он жил в одной квартире с нами», — призналась Кашина. По рассказам Светланы, Шишинин помог ее семье найти жилье, когда они переехали в Москву. В том же злополучном подъезде спустя год произошла трагедия. Его зарезали на лестнице между 2-м и 3-м этажами. Мы были рядом и видели все своими глазами. Его смерть была ужасной, вспоминает певица. Кашина предполагает, что мотивом для убийства могла быть внушительная прибыль, которую приносила группа «Комбинация». Однако она не стала озвучивать конкретные имена возможных заказчиков, ссылаясь на отсутствие доказательств. Расследование сейчас в самом разгаре, и у меня есть версия, но я не могу говорить о ней публично. Я считаю, что это связано с деньгами, которые мы начали зарабатывать в больших количествах, заявила она. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних событий. Спасибо за внимание.